Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня я предлагаю связать вот такую очаровательную кайму крючком. Давайте рассмотрим ее поближе. Посмотрите, какая она красивая, нежная. Связана в классическом стиле, но выглядит очаровательно, очень нарядная. Конечно, такую кайму использовать для обвязки кухонного полотенца, я думаю, что это не очень подходящий вариант, слишком она шикарная. Такую кайму можно использовать для обвязки рушников, каких-то крестильных наборов, также для декорирования наволочек, подушек, постельного белья. Можно сделать подол платья с таким узором, также будет выглядеть очень нарядно. Вязать эту кайму очень просто. Схема состоит из 17 рядов. Если вам нравится такая кайма, поставьте большой пальчик вверх, мне будет очень приятно. Также пишите в комментариях, куда вы предлагаете применять такую кайму. Так, по ширине у меня она получилась 11,5 сантиметров. Но у всех будет свой размер, зависит от выбранной нитки, крючка и от плотности вязания. Вяжется эта кайма поворотными рядами, и ширина полосы зависит от количества раппортов. Я для образца провязала 5 раппортов. Сколько набирать петель, я скажу позже. И по ширине у меня получилось 51 сантиметр. Ну, давайте приступим к работе. Для вязания этой каймы я буду использовать нитки Пехорка белое кружево, это 100% хлопок. В 50 граммах 475 метров. Вот такая белоснежная тонкая ниточка. Крючок буду использовать 1,25. Это мой любимый крючок, но для этой нитки можно взять и поменьше номер, единичку, 0,9. Но так как я вяжу туго, то буду использовать вот этот крючок. Всегда пехорку вяжу именно им. Итак, делаем начальную петлю и набираем цепочку из воздушных петель. Раппорт узора состоит из 40 петель. Набираем кратно 40 плюс 35 петель для симметрии, чтобы наша кайма заканчивалась и начиналась красиво. Итак, набираем 80 плюс 35 или 120 плюс 35, ну, чтобы было кратно 40 и еще 35 петель. 1, 2, 3, 4. Начальную цепочку вяжем не туго. Давайте провяжем, наберем нужное количество петель и встретимся. Ну вот я набрала цепочку 235 петель, 5 раппортов и 35 петель. Так, вяжем первый ряд. Делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Это начальный столбик с накидом. Накид. И в пятую петлю от крючка 1, 2, 3, 4, 5 провязываем столбик с накидом. Накид в следующую петлю, столбик с накидом, и в следующую. Итого с края у нас всегда будет по 4 столбика с накидом. Это край нашего каймы. Далее 1 воздушная петля, арочка, накид, пропускаем петлю и в следующую столбик с накидом.
1 воздушная, пропускаем петлю в следующий столбик с накидом, 1 воздушная, пропускаем, столбик с накидом. Так вяжем вот такие клеточки из столбиков с накидом, между ними арочки из 1 воздушной петли. Подходим к концу цепочки и здесь провязываем 4 столбика подряд. Ну давайте, когда мы подойдем к этому краешку, мы встретимся и вместе провяжем конец ряда. Пока вяжем такие клеточки. Ну, вот такую дорожку мы провязали, ровненькая, аккуратненькая. И теперь нам нужно сделать на этой стороне также 4 столбика с накидом в последние 4 воздушные петли. Это кромка нашей каймы. Первый ряд готов. Вяжем второй ряд. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, это начальный столбик, с накидом разворачиваем и провязываем еще 3 столбика с накидом. Первый, второй и третий. Также 4 столбика у нас в начале. Далее набираем 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид. Пропускаем 4 клеточки. 1, 2, 3, 4. И в пятую вяжем столбик с накидом. 2 воздушные петли. И еще столбик с накидом сюда же, в эту клеточку. Вот такая галочка у нас. Снова 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид. Пропускаем 4. 1, 2, 3, 4. И в пятую клеточку также провязываем столбик с накидом. 2 воздушные петли. И второй столбик с накидом в эту же арку из 1 воздушной. Снова 7 воздушных. Итак, вяжем до конца ряда. И число таких галочек у нас должно быть кратно 4 плюс 2 еще для симметрии. В конце можно пересчитать число вот таких галочек. Оно должно делиться на 4 и плюс 2. Все, вяжем самостоятельно. Итак, мы провязали до конца второй ряд. Тут у нас 4 столбика на краешке. И последний мы провязали в третью воздушную петлю подъема, в начальный столбик, вершину. И у меня, я набирала 5 раппортов, 235 петель, получилось 22 вот таких галочки. Вяжем третий ряд. Сейчас мы сделаем чуть-чуть повыше, 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4, разворачиваем и провязываем 3 столбика с 2 накидами. Но также с края у нас 4 столбика. 4 воздушные петли нам заменяют начальный столбик с 2 накидами. 4 столбика готовы.
Далее 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 накида. Пропускаем арку из 7 петель и в следующую маленькую арку посередине галочки провязываем кластер из 4 столбиков с 2 накидами. Итак, вставляем крючок под арку и закрываем 2 накида. Первый и второй. 2 петли на крючке. Снова делаем 2 накида, вставляем крючок в эту же арку, закрываем 2 накида. 3 петли на крючке, 2 накида, вяжем третий столбик с 2 накидами сюда же, не до конца. 4 петли на крючке, 2 накида и 4 столбик сюда же в эту арку. 5 петель на крючке, подхватываем рабочую нить и протягиваем через все петли. Вот провязали кластер из 4 столбиков с 2 накидами. Далее арка из 9 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 накида. Пропускаем арку из 7 петель и в следующую маленькую арочку на галочке провязываем такой же кластер из 4 столбиков с 2 накидами. Третий столбик и 4. 5 петель, закрываем. 9 воздушных. Так вяжем до конца ряда и в конце провязываем 4 столбика с 2 накидами кромочные. Вяжем самостоятельно. Ну вот, провязали третий ряд. В конце у нас также 4 столбика с 2 накидами. Все арки из 9 воздушных петель. Вяжем четвертый ряд. 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Разворачиваем и 3 столбика с 1 накидом кромочные провязываем. Готово. Далее 11 воздушных. Провязали арочку. И теперь делаем 2 накида. Пропускаем первую арку из 9 воздушных и во вторую в серединку крючок вставляем в саму арку. Можно вот так вверх оттянуть, находим серединку и вставляем, чтобы у нас было вверху 2 ниточки, а внизу 1 нитка. Провязываем кластер из 3 столбиков с 2 накидами. Закрываем 2 накида. Снова делаем 2 накида, провязываем второй столбик сюда же в эту петлю. И третий столбик с 2 накидами сюда же не до конца. 4 петли на крючке, закрываем. Провязали кластер из 3 столбиков с 2 накидами. Далее арка из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И сюда же в эту воздушную петлю в середину арки провязываем еще 1 кластер из 3 столбиков с 2 накидами. У нас получится из одного места выходит как бы 2 лепесточка. 2 кластера и между ними арка из 5 воздушных. Так. Далее 11 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Накид. Пропускаем арку из 9 воздушных и в следующую провязываем 6 столбиков с 1 накидом. Вяжем, вставляем крючок под саму арку.
И поплотнее укладываем столбики, чтобы все у нас поместились. Второй столбик с накидом, третий, четвертый, пятый и шестой. Три воздушные петли. И сюда же в эту арку провязываем еще 6 столбиков с одним накидом. Итого 12 столбиков у нас на одной арке провязаны. Посередине арочка из 3 воздушных. Третий, еще 3. Четвертый, пятый и шестой. Вот такая комбинация, 12 столбиков. Далее 11 воздушных. И через одну арку вяжем такой же вот цветочек из 2 кластеров. Снова 11 воздушных, арку пропускаем, вяжем 12 столбиков. Так чередуем. Вяжем то цветочек вот такой, то набор из 12 столбиков. Продолжаем вязать самостоятельно и встречаемся в конце ряда. Все арки у нас вот эти длинные из 11 воздушных петель. Здесь 5 воздушных, здесь 3. Четвертый ряд у нас готов. Вот что у нас получается. Цветочек, корона, цветочек, корона. Так, вяжем 5-й ряд. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Разворачиваем. 3 столбика с одним накидом кромки провязываем. Сделали. И теперь у нас идет арка из 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Но это первая арочка из 7. Дальше у нас будут арки из 8 воздушных. Так, переходим вот к этим лепесточкам. Накид. Вершину первого кластера провязываем столбик с накидом. Накид. В арку из 5 воздушных провязываем 11 столбиков с одним накидом. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Укладываем их поплотнее. 8, 9, 10, 11. И теперь еще один столбик в вершину следующего кластера. Итого 13 столбиков у нас подряд. Вот теперь арка из 8 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Здесь у нас все арочки будут длинные из 8 петель, только по краям вот из 7. Переходим вот к этой короне. Накид. 2 столбика мы пропускаем, первый, второй, и в следующие 4 провязываем по столбику с накидом. Теперь в арку 2 столбика с накидом. Три воздушные петли, 1, 2, 3. И в эту же арку еще 2 столбика
с одним накидом. И в следующие 4 по столбику с накидом. Вот такой домик у нас. Далее идет арка снова из 8 воздушных. Переходим к лепесточкам и также здесь провязываем 13 столбиков с накидом. Продолжаем вязать. Последняя арка у нас из 7 воздушных петель. И в конце ряда провязываем также 4 столбика с одним накидом. Все, вяжем до конца ряда и встречаемся. Итак, провязали 5 ряд, вяжем 6. Также вначале делаем 4 столбика. Первый — это 3 воздушные петли подъема и еще 3 столбика с накидом. Провязали кромку, далее 6 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Переходим к группе из 13 столбиков и в первый столбик провязываем столбик без накида. Три воздушные петли, 1, 2, 3. Пропускаем 2 столбика и в следующий столбик без накида. 3 воздушные, 1, 2, 3. Пропускаем 2 в следующий столбик без накида. 3 воздушные, 1, 2, 3. 2 пропустили в следующий столбик без накида. И последний раз 3 воздушные, 1, 2, 3. И в последний, в 13 столбик, столбик без накида. Итого у нас получилось 4 арочки из 3 воздушных петель. Далее 6 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид. И теперь в следующую арку из 8 воздушных петель смотрим ближе к левому уголочку, отсчитываем 2 петли, это 7 и 8. Вот в 7 петлю провязываем столбик с накидом. Можно под арку, но если делать именно воздушную петлю, то работа будет аккуратнее. И в 8 петлю еще один столбик с накидом. И в следующие 4 столбика с накидом провязываем по столбику с накидом. Итого у нас получается 6 столбиков с накидом подряд. 2 в арку и 4 в столбике. Далее 2 воздушные петли и в арочку из 3 петель провязываем 2 столбика с накидом. Три воздушные петли и еще 2 столбика с накидом сюда же в эту арочку, в маленькую. Вот так, 4 столбика у нас здесь. Далее 2 воздушные.
Пропускаем 2 столбика и в следующие 4 провязываем по столбику с накидом. И теперь на арочке в первую и вторую воздушную петлю провязываем по столбику с накидом. И также у нас получится 6 столбиков подряд. Далее 6 воздушных. В этом ряду у нас все длинные арки из 6 петель. Переходим к группе из 13 столбиков. И также в первый столбик провязываем столбик без накида. И далее идут 4 арки из 3 воздушных петель. Все, продолжаем вязать самостоятельно и встречаемся в конце ряда. Провязали 6-й ряд. Вяжем 7-й. 3 воздушные петли подъема. Следующие 3 столбика по столбику с накидом. Это неизменные кромочные 4 столбика у нас идут. И теперь в следующие 2 воздушные петли на арке провязываем по столбику с накидом. Можно подарочку провязывать, но мне больше нравится, когда крючок вставляем в саму воздушную петлю. Итого у нас получилось с краю 6 столбиков с накидом. Далее 5 воздушных арка. 2, 3. Провязали. Теперь в следующую арочку из 3 воздушных провязываем столбик без накида. 3 воздушные. В следующую арку столбик без накида. 3 воздушные. В следующую арочку из 3 петель столбик без накида. И еще раз 3 воздушные. И в последнюю, в 4-ю арку столбик без накида. Здесь у нас 3 арки из 3 воздушных петель. Далее 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Переходим к арке из 6 воздушных петель. И также пропускаем 4 петли, а в 5-ю и 6-ю провязываем по столбику с накидом. И в следующие 4 столбика по столбику. И также у нас получится 6 столбиков с накидом подряд. Два столбика у нас здесь остаются не провязанными. Вот эти 2. Так. Далее 3 воздушные петли. Пропускаем арку из 2 воздушных. Первый столбик и в следующий, во второй. Вот у нас группа из 2. Провязываем столбик с накидом. Теперь в арку из 3 воздушных петель провязываем 11 столбиков с накидом. Пятый, 6,
седьмой, восьмой, девятый, десятый и 11. И следующий столбик, столбик с накидом. Итого у нас получилось 13 столбиков. Вот 1, 11 и еще последний 13 вот столбик. Такой веерочек. Далее 3 воздушные петли. Пропускаем 2 столбика. В следующие 4 вяжем по столбику с накидом. И в следующие 2 воздушные петли провязываем по столбику с накидом. И также у нас получится 6 столбиков подряд. Далее у нас идет арка из 5 воздушных. Столбик без накида в следующую арочку из 3 воздушных, и идут 3 арки из 3 петель. Все, вяжем самостоятельно и встречаемся в конце ряда. 7 ряд у нас готов. Вяжем 8. 3 воздушные петли. Начальный столбик с накидом. В следующие 5 столбиков провязываем по столбику. У нас также идут 4 кромочных, и еще 2 мы провязали в предыдущем ряду. Вот 6 столбиков готовы, и еще 2 столбика с накидом в следующие 2 воздушные петли на арке. Итого 8 столбиков подряд мы провязали, считая 3 воздушные петли подъема. Далее идет арка из 4 воздушных. В следующую арку из 3 петель столбик без накида, 3 воздушные. Здесь продолжаем вязать наш ананасик. В следующую арку столбик без накида, 3 воздушные. И в следующую арку столбик без накида. Здесь у нас 2 арочки на ананасике уже, и из 3 воздушных петель. Далее 4 воздушные после ананаса. Переходим к арке, и также в последние 2 петли провязываем по столбику с накидом. И теперь в следующие 4 столбика по столбику с накидом. И также у нас получается 6 столбиков с накидом подряд. Провязали. Далее 3 воздушные петли, арочка, накид. В первый столбик с накидом провязываем столбик с накидом, 2 воздушные и еще 1 столбик с накидом сюда же, в этот столбик. Здесь у нас такая рогаточка получается. Накид, пропускаем
2 столбика, и в следующий столбик также вяжем рогаточку, столбик с накидом, 2 воздушные, столбик с накидом. Накид, пропускаем 2 столбика, в следующий также вяжем рогаточку из 2 столбиков, посередине арка из 2 воздушных. Так, переделаю второй столбик на этой рогаточке, на средний. Накид, пропускаем 2 столбика, в следующий столбик вяжем рогаточку, столбик с накидом, 2 воздушные петли, столбик с накидом. Накид, пропускаем 2, и в последний, в 13 столбик также вяжем рогаточку. Итого у нас получается веерочек из 5 рогаточек. Такой красивый узор. Далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3, пропускаем 2 столбика, и в следующие 4 вяжем по столбику с накидом. Схема очень четкая, ясная, тут невозможно ошибиться. Здесь все идет синхронно, и даже по рисунку видно, куда что провязывать. Ну а какие арочки, какой длины, поскольку воздушных петель я проговариваю. В следующие 2 воздушные петли по столбику, чтобы у нас также получилось 6 столбиков с накидом. Далее арка из 4 воздушных, и вяжем ананасик, также 2 арочки из 3 воздушных. Все, вяжем до конца ряда и встречаемся. Итак, провязали 8 ряд, в конце у нас 8 столбиков с накидом. Вяжем 9, 3 воздушные петли, провязываем 7 столбиков с накидом в каждый следующий столбик по столбику. У нас также получится 8 столбиков. И в следующие 2 воздушные петли также провязываем по столбику с накидом. Итого 10 столбиков с накидом подряд. Это с краю. Далее идет арка уже из 3 воздушных. Это из 5, это из 4, теперь из 3, но уменьшение. Столбик без накида в следующую арочку из 3 воздушных. Доделываем ананас, 3 воздушные и столбик без накида в следующую арочку. 3 воздушные, накид. Переходим к арке из 4 воздушных и в 3-ю и 4-ю петлю провязываем по столбику с накидом, и в следующие 4 столбика с накидом также по столбику с накидом. Получится группа из 6 столбиков с накидом. Далее
3 воздушные петли, арочка, делаем 2 накида, пропускаем арку и в следующую, которая у нас в середине рогатки, провязываем кластер из 4 столбиков с 2 накидами. Закрываем 2 накида, 2 петли на крючке, снова делаем 2 накида, вяжем второй столбик с 2 накидами не до конца, 2 накида, третий столбик сюда же в эту арку, 2 накида, четвертый, закрыли 2 накида, 5 петель на крючке, закрыли за один прием, провязали кластер из 4 столбиков с 2 накидами. Далее арка из 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 2 накида. В следующую арку также в середине рогаточки провязываем кластер из 4 столбиков. Такие лепесточки у нас. 4 столбика с 2 накидами с общей вершиной. Закрыли, 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5. Давайте в следующие 3 рогаточки провяжем по такому лепесточку и между ними арки из 5 воздушных петель сделаем и немножечко еще вместе провяжем. Провязали 5 кластеров, 3 воздушные петли, 1, 2, 3, накид, пропускаем 2 столбика, в следующие 4 по столбику с накидом, я вижу очень медленно, вы можете сделать скорость побыстрее. И в следующие 2 воздушные петли на арке также по столбику с накидом. И у нас получается 6 столбиков подряд. Три воздушные, столбик без накида, в следующую арочку 3 воздушные, в следующую арочку ананасик мы доделали, 3 воздушные и 2 столбика на арке. Все, продолжаем вязать и встречаемся в конце ряда. 9 ряд у нас готов. Вот такая красота у нас получается уже. Вяжем 10 ряд. 3 воздушные петли, начальный столбик с накидом. В следующие 3 столбика по столбику с накидом. Итого 4 столбика кромочных. 1 воздушная петля, арка, накид, пропускаем 2 столбика и в следующие 4 провязываем по столбику с накидом. В следующие 2 петли на цепочке по столбику. Итого 6 столбиков подряд. Далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3, и в следующую арку, это верхушка нашего ананасика, провязываем столбик без накида. 3 воздушные, 1, 2, 3. На следующей арочке во вторую и третью петлю провязываем по столбику с накидом. И в следующие 4 столбика по столбику. И у нас также получится 6 столбиков.
с накидом. Вот так. Далее 3 воздушные петли, арочка, 1, 2, 3, накид. В вершину следующего кластера провязываем столбик с накидом, 2 воздушные, 1, 2. В следующую арку из 5 воздушных столбик с накидом, 2 воздушные, 1, 2. В следующий кластер, в вершину, столбик с накидом, 2 воздушные. В следующую арку, 2 воздушные. В вершину кластера, столбик с накидом, 2 воздушные. В арку, 2 воздушные, столбик с накидом в кластер, 2 воздушные, столбик с накидом в арочку из 5 петель, 2 воздушные и снова столбик с накидом в вершину кластера. Вот так. Далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Пропускаем 2 столбика, в следующие 4 по столбику. Все, продолжаем вязать по рисунку, здесь уже явно видно, и встречаемся в конце ряда. Ну вот, провязали 10 ряд. Вяжем 11, 3 воздушные петли, 3 столбика еще с накидом, следующие 3 столбика, вяжем кромку, далее 2 воздушные петли, арка, 1, 2, накид, пропускаем 2 столбика, в следующие 4 вяжем по столбику, здесь уже и ошибиться нельзя, все понятно, просто, но очень красивый узор получается. И в следующую арку также в 2 первые воздушные петли провязываем по столбику с накидом. Так, цепочка туго провязана. Можно, конечно, столбики провязывать подарочку, но я вот так привыкла. Далее 2 воздушные петли, арка, 1, 2, переходим к следующей арочке и также во 2 и 3 петлю провязываем по столбику с накидом, и в следующие 4 столбика по столбику, и также получится у нас 6 столбиков с накидом подряд. 2, 3 и 4. Так, далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3, накид, переходим вот к этому полукругу и в первый столбик, который мы провязывали в вершину кластера, столбик с накидом. В следующую арку из 2 воздушных провязываем 3 столбика с накидом.
в следующий столбик, также столбик с накидом, в следующую арку 3 столбика. И так вяжем вот до конца вот этого элемента. В каждую арочку провязываем по 3 столбика с накидом, и в каждый столбик. Давайте дойдем вот до этого последнего столбика и встретимся. Ну вот, провязали 8 арок по 3 столбика в каждую и в каждый столбик. Далее 3 воздушные петли, арка, 2 столбика пропускаем, вяжем 4, 2 в арочку, 6 столбиков провязываем, 2 воздушные петли и снова 6 столбиков у нас идут по рисунку. Между этими группами из 6 столбиков арка из 2 воздушных петель. Все, вяжем самостоятельно по рисунку и встречаемся в конце ряда. 11 ряд у нас готов. Вяжем 12 ряд. 3 воздушные петли, 3 столбика еще провязываем, с накидом. Далее идет арка из 3 воздушных, 1, 2, 3, пропускаем 2 столбика, в следующие 4 по столбику с накидом. Подходим к арке из 2 воздушных и в нее провязываем 2 столбика с накидом. И в следующие 4 столбика также по столбику с накидом. Итого у нас получится подряд 10 столбиков с накидом. Провязали. Далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3, подходим вот к этому веерочку из столбиков с накидом и в первый провязываем галочку, столбик с накидом, 2 воздушные петли и еще 1 столбик с накидом сюда же, в этот столбик. Вот такая галочка. Далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3, пропускаем 3 столбика и в следующий провязываем столбик без накида. 3 воздушные, 1, 2, 3, пропускаем 3 столбика, в следующий вяжем галочку из 2 столбиков, посередине арка и из 2 воздушных петель. Три воздушные, 1, 2, 3, пропускаем 3 столбика, столбик без накида, 1, 2, 3 воздушные, пропускаем 3, в следующий галочка. Давайте продолжим вот до этого последнего столбика и провяжем еще 2 галочки по этой схеме, между ними арки из 3 воздушных, и встретимся. Вот такая красота у нас получается. Далее 3 воздушные, 1, 2, 3, пропускаем 2 столбика, в следующие 4 вяжем по столбику, в арку 2 столбика с накидом и в следующие 4 также по столбику с накидом. Итого 10 столбиков. Все, вяжем по рисунку.
12 ряд у нас готов. Вот что у нас получается. Вяжем 13 ряд, 3 воздушные петли, 3 столбика с накидом. Так, здесь у нас все по рисунку. Далее арка из 3 воздушных. 1, 2, 3. Пропускаем 2 первых столбика и в следующие 6 провязываем по столбику. 1, 2, 3, 4, 5, и 6 столбик. 2 остаются не провязанными. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, накид, пропускаем арку и в следующую, которая у нас на галочке, провязываем 4 столбика с накидом. Вставляем крючок под арку. Вот группа из 4 столбиков. Далее 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем 2 арки из 3 петель и в следующую арку из 2 воздушных на галочке также провязываем также 4 столбика с накидом. Пять воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Переходим к следующей галочке и так в каждую провязываем по 4 столбика с накидом, между ними арки из 5 воздушных петель. Давайте дойдем до последней галочки и встретимся. Вот провязали 5 групп из 4 столбиков, между ними арки из 5 воздушных петель. Далее 3 воздушные. 1, 2, 3, накид, пропускаем 2 столбика и далее у нас 6 столбиков подряд провязываем. Все, здесь у нас раппорт повторяется. Вяжем самостоятельно и встречаемся в конце ряда. 13 ряд у нас готов. Я уже начала провязывать 14 ряд, сделала 4 столбика кромочные. Далее 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Накид. Пропускаем 2 столбика и в следующие 2 провязываем по столбику с накидом. Первый и второй. Четыре воздушные. 1, 2, 3, 4. В следующие 4 столбика. Эти 2 у нас не провязаны. Вот у нас группа из 4, в них провязываем в каждый по одному столбику. Провязали. Далее 3 воздушные петли. В следующую арку из 5 воздушных столбик без накида, 3 воздушные петли. В следующие 4 столбика по столбику с накидом.
3 воздушные, столбик без накида в следующую арку, 3 воздушные петли. Так, вяжем следующие 3 четверки, подходим вот к этому уголочку и также в середине провязываем 2 столбика с накидом, как и здесь в начале, и перед столбиками и после тут арочки у нас по 4 воздушные петли. Все, вяжем по рисунку и встречаемся в конце ряда. Итак, я уже начала вязать 15 ряд. Сделала 4 кромочных столбика с накидом. Далее 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Переходим к 2 столбикам, вот пара, и в каждый из них провязываем по столбику без накида. Далее 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. 2 накида. Группа из 4. На них мы вяжем сплит из 4 столбиков с 2 накидами. Итак, первую ножку вяжем в первый столбик. Столбик с 2 накидами не до конца. 2 накида. Вторую ножку в следующий столбик. Столбик с 2 накидами не до конца. 2 накида. Третья ножка. Закрыли 2 накида. 2 накида. И 4 ножка в 4 столбик. Попарно закрыли 2 накида. 5 петель на крючке. Подхватываем рабочую нить. Протягиваем через все петли. Вот такой сплит из 4 столбиков с 2 накидами. Далее 9 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 арка. 2 накида. Переходим к следующей группе из 4 и также провязываем сплит из 4 столбиков. Его еще называют сложный столбик из 4 столбиков с 2 накидами с общей вершиной. Четвертая ножка. Закрываем все петли. Снова 9 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, провязываем в каждую четверку по сплиту. Далее 5 воздушных. И в эту пару провязываем по столбику без накида. 5 воздушных арка. Все, продолжаем вязать самостоятельно. 15 ряд у нас готов. Вяжем последний 16 ряд с этой стороны и потом один ряд обвяжем. Сделаем обвязку по начальному краю. Так. 1 воздушная петля подъема. Вяжем 16. Разворачиваем. И в каждый столбик провязываем по столбику без накида. 1, 2, 3 и 4. 4 столбика без накида. Провязали. Переходим к арочке из 5 воздушных. Ее обвязываем. Делаем 6 столбиков без накида в нее. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Пропускаем 2 столбика без накида и в следующую арку провязываем также 6 столбиков без накида. Обвязываем арочку. 4, 5, 6. Так, теперь на нашем пути сплит. В его вершину провязываем столбик без накида, 3 воздушные петли, 1, 2, 3 и еще один столбик без накида сюда же в вершину сплита. Такая маленькая петелька у нас. Переходим к арке из 9 воздушных. Столбики сейчас укладываем поплотнее, чтобы они поместились у нас все. Итак, вяжем сначала 6 столбиков без накида в следующую арку. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дошли до середины арочки. И теперь нам нужно сделать маленький цветочек из 3 пико. Итак, делаем 3 воздушные петли, 1, 2, 3. В третью петлю от крючка соединяем. Снова 3 воздушные, 1, 2, 3. В третью петлю соединяем соединительной петлей. 3 воздушные, 1, 2, 3. Соединяем. Вот 3 пико. И в эту же арку провязываем еще 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот такой маленький цветочек у нас на макушечке вот этой арки. Далее подошли к сплиту и в его вершину также провязываем столбик без накида, 3 воздушные петли, столбик без накида. Маленькая петелька у нас. Итак, продолжаем вязать. На следующей арке также вяжем 6 столбиков, цветочек 6 столбиков. На сплите также столбик без накида, 3 воздушные, столбик без накида. Доходим до арки из 5 воздушных. В нее провязываем 6 столбиков без накида. Пропускаем 2 столбика без накида. И в следующую арку также вяжем 6 столбиков без накида. Такая у нас красивая обвязка будет. Давайте провяжем этот ряд самостоятельно, встретимся и вместе обвяжем уже вторую сторону. Ну вот, обвязали внешний край, провязали последние 4 столбика без накида, делаем закрепку и отрезаем. Потом спрячем хвостик. Вот что у нас получается. И сейчас нам нужно сделать обвязку вот этого края, чтобы тесьма меньше вот так сборила. Это, конечно, мы потом все разутюжим. Но давайте вот этот край мы обвяжем. Итак, вот здесь мы закончили. Это у нас лицевая сторона будет. Вставляем крючок. Как бы вершину первого столбика. Хвостик сейчас сразу обвяжем. Вот, прикрепили ниточку. В этот столбик, куда мы присоединили нитку, провязываем столбик без накида. Следующий столбик. Вот воздушная петля на цепочке. Хвостик не забываем прихватывать. Столбик без накида. А в следующий столбик, вот он третий у нас идет с краю, провязываем столбик с накидом.
3 воздушные петли, 1, 2, 3, и еще один столбик с накидом сюда же, в этот столбик. Вот такие прибавочки у нас будут по этому краю идти. В следующие 4 петли, вот в 4-й столбик, с накидом 1, теперь в арку, столбик без накида, в столбик, в арочку, провязали 4 столбика. Теперь в следующий столбик вяжем такую же прибавочку, столбик с накидом, 3 воздушные петли, столбик с накидом сюда же. Далее у нас идут 4 столбика без накида, все хвостиком обвязали, можно уже его сюда не вставлять. Так, столбик без накида в арку, в столбик, в арочку, в столбик. И теперь на следующей арке делаем такую же прибавку, столбик без накида, 3 воздушные петли и еще один столбик без накида сюда же, в эту арку. Итак, мы вяжем 4 столбика просто, потом прибавка, 4 столбика просто, прибавка. И неважно, куда попадет вот эта прибавка, или на арочку, или на столбик. Вот так обвязываем до конца ряда. Доходим до конца, до уголочка. Закрепляем ниточки, прячем кончики и отутюживаем. Придаем правильную форму, красивую. Каждый цветочек нужно расправить аккуратненько, вот так раскрыть лепесточки. Вот эти петелечки из 3 воздушных петель также мы раскрываем. Так, и вот эти тоже петельки у нас будут аккуратненькие, ровненькие. Все, давайте выполним работу до конца и встретимся. Посмотрим, что у нас получится. Ну вот такая красивая кайма у нас с вами получилась. Посмотрите, какая она нарядная. Как видите, вязать ее очень просто, интересно. Я думаю, вы не пожалели, что присоединились и связали вместе со мной такую очаровательную кайму крючком. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек и до новых встреч!